Привет, телостроители! Это Владарович, и ты на канале Street Workout и мировом спорте. В предыдущем видео я делал выпуск, где начинал рассказывать о таком атлете, как Крис Херия. Я старался сделать выпуск из малоизвестных фактов, чтобы тебе было интересно, и я увидел твой интерес в комментариях. Спасибо! Если ты еще не видел, то посмотри ссылки на первую часть, я оставлю в описании под данным видео. Уверен, тебе понравится. А вскоре я добавлю в описание и другие выпуски о истории команды The Next. С каждым новым следующим роликом я буду раскрывать малоизвестную тему. Поэтому уже сейчас нажми на кнопку подписки и колокольчика, чтобы увидеть в числе первых следующую часть через неделю. Кроме того, досмотри до конца, и в описании тебя будет ждать приятный бонус от меня для начинающих в калистенике. Готовь свой фирменный перекус и усаживайся поудобнее, будет интересно. Много лет назад, когда Херия начинал свой путь в тренировках других людей, то у него был всего один клиент, которого он тренировал в парке. На тот момент он решил уволиться с офисной работы и вывести свои умения по калистенике на новый уровень. В США еще несколько лет назад люди уже были готовы хорошо платить за персональные тренировки по калистенике. Поскольку тренировки проходили в парке, то окружающие видели трюки Криса и то, как он обучает. По сути, это и была его бесплатная реклама. Глядя сейчас на его несколько миллионных YouTube каналов и более 900 тысяч подписчиков в Instagram, то можно подумать, что это нереальный результат для начинающих атлетов и блогеров. Но, как рассказывает сам Крис, не стоит переживать по этому поводу, если тоже хотите попробовать, ведь он сам начинал с малого и звезд с неба не ловил, все достигал трудом. О неудачах проекта The Next я расскажу в следующем ролике. Кстати, когда Крис начинал свой путь в калистенике в 2011 как член команды Barstars, в то время он пересекался с Ганнибал for King. Ставь лайк ролику, если помнишь Ганнибала. В 2013 атлет представлял США на чемпионате мира в Риге. Выступал он тогда хоть так себе, но на то время все же это был уровень неплохой, но это не сравнить с тем, что Крис вытворяет сейчас. Тогда он занял 9 место. Кстати, на том же чемпионате в 2013 второе место занял атлет из Украины Вадим Олейник. Пишите в комментариях, кто следит за Вадимом сейчас в Instagram. Возможно, будет интересен выпуск и о нем. Херия выкладывал совместное фото с Вадимом с чемпионата. Подпись была следующая, цитирую: «Нереальный Вадим из Одессы, видео которого я смотрел на YouTube. Необычные чувства, когда твои кумиры становятся твоими соперниками на сцене. Загляните на канал к Вадиму». В 2013 Крис победил на Кубке мира в Германии и отправился на суперфинал в Москву. Тогда, если мне не изменяет память, победу одержал Владимир Садков, который впервые сделал отжимание в планше с хлопком сзади и разворотом в планше на 360 градусов. В 2013 после приезда домой Крис был нереально вдохновлен, и он открыл свой первый зал по занятиям калистеникой в Майами. Кстати, любовь к упражнениям со своим весом Крису привили еще и в детстве на занятиях боевыми искусствами. День Криса может начинаться и проходить совсем по-разному. К примеру, приведу один из его будней. После пробуждения он не завтракает, так как является приверженцем кратковременного голодания. Тренируется пару часов, далее собираются в офисе вместе с братом и друзьями и другими героями YouTube канала The Next. И вместе сочиняют музыку для своих новых видео, обсуждают планы по каналу. Крис до калистеники, как я уже говорил в прошлом выпуске, увлекался скейтбордом, чем любит заниматься и по сей день. Ну а после тренировки он может расслабиться в бассейне или джакузи. Далее идут съемки YouTube видео и другая работа над проектом. Зал и команда. Крис в 2013 году открыл первый зал под названием Академия калистеники в Майами, в котором проводил персональные и групповые тренировки. Тогда он около 2 лет уже прозанимался воркаутом, и когда состоял в известной команде Barstars, оттуда к нему и пришла первая небольшая известность, возможность засветиться на крупных мероприятиях. Официальный видеотрейлер открытия зала Академии калистеники был выпущен на YouTube в ноябре 2014 года, но спустя время там случился пожар, и Крису с братом Стефаном, который также тренирует людей и состоит в The Next, они были вынуждены переехать на новое помещение. Через год Крис с командой переехали в еще один зал, так как там были лучшие условия, меньше помещения и стоимость аренды. Его вы и могли наблюдать в последних роликах канала The Next. На ноябрь 2019 года на канале проекта около 4,5 миллионов подписчиков,
На его личном YouTube канале скоро будет 1,5 миллиона аудиторий. Instagram The Next 542 тысячи. Также есть странички брендов Heria Pro и личная страничка в Instagram 960 тысяч подписчиков. Еще есть и сайты брендов Chris Heria, Heria Pro и The Next. На них можно найти брендовую одежду, рюкзаки, жилеты-утяжелители, пояса для подвешивания грузов и многое другое. И конечно же самое известное мобильное приложение для Android и iPhone с программами тренировок, где более 1 миллиона скачиваний. Ребята из его команды стали настоящими лидерами западного YouTube пространства в сфере калистеники. Это брат Стефан Херия, друг Освальдо Лугонес. Ставь лайк, если хочешь в следующих выпусках узнать у Освальдо чуть больше. И дай знать в комментариях. Также другие представители команды — это Zaytix, Эрика Скай, Мага Брако, Дэми Бэгби и Габо. С 2017 года Габо перешел в отдельный свой проект Saturno Movement. На его канале уже более 180 тысяч подписчиков. По какой причине Габо ушел в свой проект и что его не устроило в The Next, нам остается только догадываться. Не стоит забывать, что и сам Крис выходец из команды Barstars, но позже он захотел развиваться в своем проекте, и что вполне это нормальное явление и здоровое желание, а как результат мы видим, что из этого получилось. Barstars он точно обогнал в 3-4 раза. В новой студии ребята действительно вышли на еще высший уровень, и с ними уже работает целая команда наемных сотрудников. Это монтажеры, операторы, звукачи, люди, занимающиеся логистикой, бухгалтерией, поддерживают работу мобильного приложения и несколько ключевых атлетов команды, которая пополняется все более мощными ребятами. Это сильная команда профессионалов во главе с предпринимателем Крисом, и все это лично меня очень вдохновляет. А тренировка с дополнительным весом. С каких же минимальных показателей советует начать Крис, чтобы добавить доп. Веса упражнений? Это минимум 15 подтягиваний в строгой технике, 20 строгих отжиманий от брусьев, 20 отжиманий от пола, 30 приседаний и минимум 10 секунд удержания уголка на турнике. Начинать нужно с доп. Веса, который вы одновременно и можете осилить, то есть выполнить техничные повторения без рывков, и с которым одновременно вам будет сложно это делать. Начните с весом, с которым вы можете выполнить 8 повторений, например, на перекладине, советует Крис. Далее снимаете часть веса и с более легким весом продолжайте делать упражнения. Неважно, если даже вы повесили на себя 3-5 кг, то сбрасываете этот вес и делаете с 1-2 килограммами. В конце подхода Крис обычно немного задерживается на турнике в верхней позиции на несколько секунд, чтобы повысить время под нагрузкой. Потом сразу идут австралийские подтягивания с опорой ногами на землю. Далее такую же схему выполняем и с отжиманиями на брусьях или же на кольцах для более продвинутых ребят. Вес, с которым делаем 8 повторений. Затем сбрасываем утяжеление и делаем то же самое, но с меньшими весами. Крайний подход на брусьях выполняем с сопротивлением от резины. По тому же принципу идут и отжимания от пола. Сначала с весом, потом с резиной, потом алмазные отжимания с узкой постановкой рук без веса. Далее приседания. С весом в виде блина, потом с меньшим весом и приседания с выпрыгиваниями без веса, отрывая стопу от пола. Что же, о том, что Крис думает о тренировках в компании, какие советы готов дать новичкам и что думает о своих хейтерах, мы поговорим в следующей части. А самое главное, я расскажу, почему Крису пришлось долгие годы находиться под следствием по обвинению в убийстве человека и что же произошло на самом деле. Ты просто не можешь этого пропустить, поэтому подписывайся на канал, жми кнопку колокольчика, чтобы первым получить оповещение о выходе ролика через неделю. Я буду рад твоему лайку и обратной связи в комментариях. Поделись роликом с друзьями, которым тоже будет интересна эта тема. Это будет лучшей благодарностью для меня за проделанный труд. Напомню, в описании ждет подарок от меня. Ну а пока на этом все. Атлет спит в каждом из вас, и я его разбужу. Владарович, не прощаюсь.